Всем привет, с вами Иван Жданов, и это сводка новостей войны. Сегодня 11 апреля, и военные действия продолжаются уже 47 дней. Путин забирает золото. Российские танки концентрируются возле Изюма, а в Мариуполе атакующие прорвались к порту. Борис Джонсон посетил Киев, а Кадыров снова требует штурмовать украинскую столицу. Этой ночью обстреливали Николаев. У нас есть видео. Глава Николаевской администрации Ким сказал, что в ходе атаки пострадал только охранник. Удар пришелся по пустым складам. Но судя по видео, конечно, склады были, скорее всего, не пустыми. Там, похоже на огромный взрыв, может быть топливо. Если смотреть на карту в целом, то мы не видим пока серьезных продвижений российской армии. Она продолжает собирать войска для решающего удара на Восточном фронте. На спутниковых снимках отмечают сосредоточение российской техники вблизи Харьковской и Донецкой областей, в частности в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области. Также со спутника обнаружена колонна российской техники, двигающаяся в сторону Изюма. Колонна растянулась на 12 километров, в ее составе танки, грузовики и буксируемая артиллерия. Есть также видео с колоннами бронетехники. Вот тут, например, едут Т-80 4-й танковой дивизии. Это Кантемировская дивизия, которая ранее наступала в районе Сум и была разбита украинскими войсками. Понятно, к чему вся эта подготовка. В ближайшее время начнется битва. Вот в этом приграничном районе, от Рубежного до Славянска. Западные источники указывают город Днепр как возможную цель наступления России. Но, честно говоря, вряд ли это возможно прямо сейчас. Слишком далеко. Российские части, скорее всего, будут пытаться окружить части ВСУ в небольшом районе. Там, где российские части пытаются связать украинцев боями. Особенно тяжелые столкновения идут в районе Рубежного, где на днях обстреляли химический завод и взорвались резервуары с азотной кислотой, очень токсичной. В Мариуполе части так называемой ДНР и российские силы все-таки прорвались в порт и разделили обороняющихся на 3 группировки. Части полка Азов удерживают завод Азовсталь и часть Мариупольского порта. Держатся совершенно героически. Шансов сейчас, понятное дело, кажется, что мало, наступающих слишком много. Тем более они готовы обстреливать обороняющихся из тяжелого вооружения. Или вот, например, из 120-миллиметрового миномета. За Донбасс! Миномет — это очень неточное оружие, у него значительный разброс. И вот эти мрази в военной форме точно не могут гарантировать, куда попадают их мины. По военным позициям или по жилым домам они лупят просто без разбора. А вот Рамзан Кадыров снова заявил, что российская армия будет пытаться захватить Киев. Луганск и Донецк, но полностью в первую очередь освободим. Такая поставлена задача Верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Путиным.
И потом дальше заберем Киев и все остальные города. Этот кровожадный преступник, недобитый террорист, сам не поедет на передовую. Зато с радостью думает о том, как бы послать российских солдат убивать украинцев. Вот еще подумать только. Вот в 90-х кто-то мог бы представить, что чеченский недобитый террорист будет посылать российских солдат на кровавую бойню? Я себе такого представить не мог. Российская армия продолжает нести значительные потери. По сообщению украинской стороны, часть колонны в районе Изюма уже разбита, но подтверждения пока нет. Украинцы дают вот такие цифры потерь. Мы понимаем, что это весьма приблизительные пока данные. Будем надеяться, что так оно и есть. И группировка разбита, и такие данные по потерям российских войск. Скажем, потеря более 700 танков может быть вполне реальной. Ведь тот же Орикс подтверждает 467 танков. А они считают только по фото и видео из общего доступа. Ну, например, вот по таким видео. Это атака противотанкового комплекса «Стугна». О количестве уничтоженной бронетехники говорят и вот такие кадры. Украинцы уже собирают реально просто металлолом. Ну, честно говоря, конечно, в хозяйстве металлолом пригодится. И вы можете вспомнить кадры оружейного барона, где очень быстро разбирали всю технику. Все пригодится. Но это, честно говоря, и когда стояло, все было ржавым металлоломом, просто это стояло в России, воровали какие-нибудь российские офицеры до ближайшего пункта металлолома за бутылку водки. Сейчас это все собирается и, может, будет перезалито во что-то полезное. Продолжает работать и украинское ПВО. Вчера была опубликована съемка сбитого российского вертолета Ми-8. Так, після Макарова збили наші хлопці російський гелікоптер. Лямчик. Зараз будемо дивитися, що тут далі є. Що знайшов? Речі? Супер, супер. Іду. Не можем вам показать, но там еще и скелеты лежат вокруг этого вертолета. Регулярно сбивают и беспилотники, в частности разведывательные аппараты «Орлан». Если вам кажется, что этот беспилотник выглядит как-то неуклюже и кустарно, как игрушка, то вам не кажется. Украинцы сняли, так сказать, анбоксинг этого российского самолетика. Це блок зйомки камер, яким фактично Орлан і фіксує позиції наших військ. Made in Russia типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на велкро приліплений сюди в Орлан. Його можна вийняти і ще використовувати, наприклад, для журналістики військової чи щось таке. Ну, просто к фотоаппарату крылья какие-то приделали и сказали, что это теперь будет беспилотник. Дедовская смекалка. Но так все в российской армии работает на самом деле. Продолжаются значительные потери среди гражданских лиц. Как сообщает глава Харьковской области Олег Синегубов, в Харькове под обстрелами за сутки погибли 11 человек, среди которых 7-летний ребенок. А вообще украинцы сообщают о 183 убитых детях, а 342 ребенка получили ранения. И вот каждый раз я читаю эти цифры, и я не могу это как-то прокомментировать еще дополнительно. Это невозможно, это ненормально, это нездорово. И что с этим делать, это должно просто прекратиться. В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев. Привіт. Бажаю здоров'я. Вот просто нормальные лидеры, которые гуляют, несмотря на большую опасность по улицам своего города. Вот так должны себя вести лидеры. И такой визит имеет большое символическое значение. Европа с каждым днем готова на все более жесткие шаги в противостоянии с Путиным. По данным The Times, Финляндия может подать заявку в НАТО уже этим летом, а вслед за ней пойдет и Швеция. Вот такие успехи путинской геополитики. Даже нейтральная Швеция собирается в НАТО.
Осталось только, чтобы Швейцария разместила у себя ракеты средней дальности. Никто, вот реально никто не сделал больше для усиления НАТО, чем Путин. Продолжается обсуждение военной помощи Украине. Польша планирует передать 100 танков Т-72М. Несмотря на то, что это такие старенькие машины 80-го года, сразу 100 танков — это хорошо. Братиславская газета «Правда» со ссылкой на министра обороны сообщает о возможной передаче своих МиГ-29 Украине. На вооружение Словакии 11 таких самолетов. И уже прибыли в Украину британские переносные зенитные комплексы Starstreak и словацкие С-300. Правда, Минобороны России сообщила, что уничтожили один из этих комплексов С-300. Но что мы должны помнить про Минобороны РФ? Они всегда врут. Вчера вечером это заявление опроверг сам премьер-министр Словакии. Ему я доверяю, честно, больше гораздо. Еще одна важная новость, которая косвенно может повлиять на войну и всю европейскую политику. Во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон набрал 27,5%, Мари Ле Пен 23,5%. Впереди второй тур, и на самом деле особенно не стоит беспокоиться. Все связывают Мари Ле Пен с путинскими деньгами. Скорее всего, победит именно Макрон. Просто все это показывает, как работают честные выборы, где реально происходит сражение между относительно независимыми, как только что сказал Мари Ле Пен, политиками. Под конец интересная новость о российском золоте. В Госдуму поступил законопроект, согласно которому Путин сможет распоряжаться золотым запасом России сам, без поправок в федеральный бюджет, то есть просто своим указом. В пояснительной записке написано, что целью этого закона может послужить принятие президентом каких-то оперативных решений по распоряжению золотым фондом в экстренных случаях. Именно поэтому можно теперь прямо говорить, что Путин захватил себе все золото и драгоценные металлы. То есть вот еще раз, знаете, есть бюджет, есть Государственная Дума, они обычно определяют какие-то бюджетные направления. Все, этого теперь может не быть в рамках золотовалютного запаса и драгоценных металлов, только Путин будет что-то принимать и что-то будет решать. Для нынешней Госдумы принять такой законопроект, конечно, вообще не проблема, тем более он идет непосредственно из правительства. Они его точно примут. Вы помогите нам рассказывать правду. Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, потому что это важно. Оно, правда, взлетает, если вы ставите лайк. Напишите комментарий, напишите отзыв об этих новостях. Распространите их и подписывайтесь на популярную политику. Очень много людей я вижу, которых просто встречаю, которых благодарят за то, что мы делаем. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите эти новости. И также вечерние стримы, которые выйдут в 19 часов. А в конце хочу показать одно еще видео боев в Украине. Это видео снято вот за последние дни. Если что, сразу Русский! Парня, выходи! Выходи, будешь жить! Оу! Выходи, пацан! Вон кто-то голову высунул.